же тогда можно назвать мерилом ума? Почему же нам тогда ни в школе, ни в институте не предложили хоть какую-нибудь систему? Если вам говорят, что вы дурак, то это ценная информация. По крайней мере, вы точно знаете, что этот человек думает о вас. Смысла переубеждать его нет. Добра и мира моим дорогим слушателям. Вы на канале Антидот. Предлагаю сегодня поговорить о том, что является мерилом ума человека. Или, проще говоря, какого человека можно назвать умным. Интересная ситуация получается. Не существует универсальной системы, по которой можно определить, насколько умен тот или иной человек. Я даже уже не говорю о том, чтобы другие могли определить, хотя это тоже важно, но и для самого себя, чтобы я сам непредвзято мог определить, насколько разумно я действую в той или иной ситуации. Поэтому, живя в этом мире, каждый определяет, умен тот или иной человек по своей собственной загадочной и, конечно же, очень субъективной системе. Это очень странно. Вы так не считаете? Расстояние мы определяем в метрах, время в секундах, скорость в метрах в секунду. А в каких единицах мы определяем, насколько умен тот или другой индивидуум? И кто-то, возможно, скажет, ну почему же? Есть система. Как и какую школу или вуз ты закончил? Какую степень ты получил? Кандидат или доктор наук? Член-корреспондент или академик? Да, есть. Но это нельзя назвать системой для определения ума. Ведь это всего лишь показатель того, насколько человек углубился в изучение той или иной области науки. Ну и вроде бы, конечно, сложно назвать глупым, например, Пеллермана, который доказал теорему Пуанкаре. Но я не хотел бы, чтобы жизнь моя прошла как у него. Это как экстремальный пример, но я думаю, вы поняли, что я хотел им сказать. Я видел очень много образованных людей, но глядя на их жизнь, на их отношение к окружающим и отношение окружающих к ним, у меня не складывалось впечатление, что они проживают счастливую и гармоничную жизнь. Мне вообще не хотелось бы оказаться на их месте. То же самое можно сказать об IQ-коэффициенте, если его взять за единицу определения ума человека. Есть достоверные данные, что высокий IQ ребенка не является гарантом его успешности в жизни. Проведенные наблюдения показали, что дети или взрослые с высоким интеллектуальным коэффициентом довольно часто оказываются не приспособлены к реальности, которая их окружила. Тот же самый Marshmallow тест является в этом смысле намного более прогностическим, что тоже доказано серьезными исследованиями. Ну тогда деньги. Чем не мерило ума, возможно, спросит меня более молодой слушатель, взращенный в современной культуре потребления, где количество ресурсов, которыми ты обладаешь, определяет твое положение в обществе. Тут еще хуже, еще очевиднее, что большое количество денег совсем не является показателем ума. И самое главное, не гарантирует гармоничную и счастливую жизнь. Да, большие деньги решают многие проблемы, но при этом они создают другие. Это о каких таких проблемах идет речь? Возможно, мне возразит тот самый молодой слушатель, который никогда не имел больших денег или никогда не думал в подобном ракурсе. Разрешите мне немного отвлечься и сказать пару слов об этом. Не обязательно потратить жизнь и получить доступ к большим деньгам, чтобы понять, что есть и обратная сторона медали. Если вы подумаете над этим вопросом, пообщаетесь с богатыми людьми и внимательно присмотритесь к их жизни, вы заметите, что большие деньги создают многочисленные дамбы и ограничения в жизни. Большие деньги – это дамба для искренности. Это дамба для честности по отношению к тем, кто ими обладает. Очень много богатых людей, с которыми я имел дело, выглядели очень напряженными и ограниченными людьми. И это понятно. Они смотрят в многочисленные зеркала, которые им говорят: ты гениальный, ты умный, ты классный, ты наш самый лучший друг. Но внутри у них постоянно
один и тот же вопрос. А куда денутся все эти люди, если я потеряю свои деньги? Большие деньги создают огромное количество ограничений. Человек хочет быть богатым для того, чтобы у него появилась свобода выбора. Но она не появляется. Одни ограничения уходят, а приходят другие. Обладатели больших денег хоть и могут находиться на яхте в океане, но на самом деле они должны быть 24 часа в сутки на связи, то есть работать, испытывать колоссальную ответственность за людей, за все бизнес-процессы, за огромные кредиты, за капитализации, и они ни за какие деньги не смогут убрать эту черную зависть и ненависть по отношению к ним. Подумайте об этом. Вы кожей чувствуете, что большинство вас ненавидит. И неважно, какой вы на самом деле человек. Просто за сам факт наличия у вас больших денег. И я уже не говорю о том, когда большие деньги достаются в результате обмана или коррупционных схем. Какие чувства терзают этих людей, даже не хочется описывать. Но при этом получать самые яркие моменты радости вы все равно будете от того, от чего их и сейчас получаете. Когда ребенок сел вам на колени и прижался к вам щекой, когда после отдыха на солнечном пляже вы зашли в прохладную воду, когда встретили рассвет с близким для вас человеком, когда, сидя около камина и завернувшись в теплый плед, смотрите, как снежинки медленно падают на землю. Идею вы поняли. Количество денег тоже не может быть мерилом умности человека. Так что же тогда можно назвать мерилом ума? Почему же нам тогда ни в школе, ни в институте не предложили хоть какую-нибудь систему? Почему каждый из нас это должен сделать сам? Неужели за тысячи лет человечество не выработало универсальную систему, по которой можно определить, насколько тот или иной человек умен? Вот, например, можно ли назвать мою прабабушку умной? Она ведь толком и читать не умела. А можно ли предположить, что мой правнук тоже будет достаточно долго думать, можно ли меня назвать умным на основании того, что, например, я в 2018 году даже не умел перенести информацию со своего мозга на флешку? Так вот, я предлагаю универсальную систему, по которой все смогли бы определить степень ума и моей прабабушки 100 лет назад, и моего праправнука, и меня, и себя самого в любой момент. Я не буду претендовать на роль Колумба в этом вопросе. Может быть, кто-то уже давно что-то подобное предложил и до меня, ведь это так очевидно. Так вот, поскольку мы стадные животные, жили, живем и будем жить в постоянно меняющемся обществе, предлагаю измерять количество ума в плоскости нашего взаимодействия друг с другом и определять степень ума человека по тому, насколько достоверно он может увидеть себя глазами другого человека, с которым он в данный момент взаимодействует. То есть, другими словами, насколько достоверны наши мысли о том, что думает о нас тот или иной человек. Или по-простому, как мы смотримся со стороны. Хорошо, но тогда возникает следующий вопрос. А как проверить, насколько достоверно то, что думаешь о том ты, как тебя другой человек воспринимает со стороны? Как проверить? Ведь правду мало кто скажет. И не потому, что он врун, а просто в обществе так принято. Вас ведь тоже учили в детстве, что врать нехорошо. Но если бабушка связала и дарит тебе 3-ю пару вязаных серых носков, которых ты никогда не оденешь, ты должен сделать радостное лицо и рассказать бабушке, как сильно она тебя осчастливила этим подарком. Таковы правила. Поэтому я предлагаю следующую систему для выявления достоверности. Мерилом является результат взаимодействия. Все, хватит теории. Давайте все это проиллюстрируем примерами. Например, перед вами задача – наладить отношения с партнером после ссоры. И вот тут сразу важный момент. Если ссора произошла, это уже говорит о том, что вы что-то не учли в том, как он о вас думает или вас воспринимает.
Ведь факт наличия ссоры уже говорит о том, что и у вас, и у него во время взаимодействия друг с другом произошел конфликт между тем, как он вас себе представлял, и тем, кем вы на самом деле являетесь. Разве ли не это основная причина любой проблемы во взаимоотношениях? Конфликт между тем, как мы себе представляем другой человек должен повести, и между тем, как он на самом деле себя повел. И чем ближе человек, и чем сильнее противоречие между ожиданием и реальностью, тем сильнее обида. Но вы же понимаете, что мы не совершаем только те поступки, которые от нас ждут. Мы действуем так, как сами считаем необходимым. Если бы мы в своих словах или действиях реально учитывали все то, что думают о нас те, с кем мы взаимодействуем, у нас не было бы ссор, не так ли? То есть по нашей системе определения степени умности, если можно так выразиться, сам факт наличия ссоры уже говорит о просчетах. И это значит, нам есть куда еще умнеть. Итак, вывод номер 1. Сам факт наличия проблемы в отношениях с другим человеком говорит о том, что наши мысли о представлении другим человеком нас самих были неверными. То есть это наш косяк. И неважно, что и почему сделал другой человек. И тут, возможно, сейчас многие возмутятся, особенно девушки. Это как так неважно, что и почему он сделал? Да я ради него всю себя отдавала, холила его и лелеяла, любые его сексуальные капризы удовлетворяла, а он взял и сбежал к другой. А помните эту историю из выпуска про силы воли? Теперь вы понимаете, что неважно, как сильно вы любили, что вы делали или как вы воспринимали другого человека, будь то муж или начальник, важно только то, чтобы то, что вы думали, что он думает о вас, было как можно ближе к реальности. То есть, если бы то, что моя знакомая думала о том, что думает о ней сбежавший ее после 6 лет отношений молодой человек, было бы на самом деле то, как он ее воспринимал, в таком случае его поступки бы не были для нее сюрпризом. Отсюда вывод номер 2. Только по реальным фактам или делам мы можем узнать, что на самом деле человек думает о нас и как он нас воспринимает. Итак, ваша цель – определить, насколько умный вы человек. Есть ситуация, с помощью которой можно это проверить. Наладить отношения с партнером после ссоры. Что для этого нужно сделать с точки зрения системы, которую я предлагаю? Для этого нужно смоделировать у себя в голове то, как он видит эту конкретную ситуацию. В чем, по его мнению, основная причина ссоры? То есть, в чем конкретно у него произошло противоречие между тем, что он ожидал, и тем, как вы на самом деле себя повели. Далее, что конкретно нужно сказать или сделать, чтобы это противоречие убрать? И если ваши мысли об его видении этой проблемы будут верны, и вы сделаете то, что вы думаете уберет это противоречие, приведет к разрешению конфликта, значит, вы все просчитали верно, и можно сказать, что в этой ситуации вы поступили умно, потому что добились своей цели. Вывод номер 3. Только последствия нашего взаимодействия с тем или иным человеком показывают, насколько правильно мы просчитали, как этот человек наш воспринимает. Отсюда можно сделать еще и 4-й вывод. Нет людей, которые действуют неправильно. Все верят только себе и в своих глазах всегда ведут себя правильно и логично. Все недопонимания, обиды и конфликты – это результат наших просчетов в том, что мы думали о людях и кем они на самом деле являются. Как вам такая система? Прелесть этой системы в том, что если вы будете воспринимать взаимодействие с любым человеком с этого ракурса, то у вас есть точки до и после. Точка до. Вы мысленно попытались залезть в шкуру другого человека, с которым вам предстоит взаимодействовать, и представить себе, как он видит ту или иную ситуацию, по поводу которой вы будете с ним взаимодействовать, и разработать план по достижению нужного вам результата. Это точка до. Далее, во время взаимодействия вы начинаете реализовывать свой план и смотрите, как развивается ситуация. Если все идет по плану, или вы свой план правильно корректируете в нужные моменты, и вы добились своей цели,
Значит, ваши расчеты оказались верными. Это и есть точка после. Вы закончили взаимодействие, достигли своей цели и сделали так «Yes!» и поставили самому себе галочку в колонке «Зачет». И двигайтесь дальше по жизни. Если что-то пошло не так, допустим, вы продаете обувь, и по вашим расчетам ваше предложение должно быть супер выгодным для вашего партнера. А он, даже не дослушав вас, встает и говорит: засунь себе знаешь куда эти свои эксклюзивные кроссовки. То это не партнер жадный урод, это вы просчитались в своих расчетах. Ничего страшного, такое бывает. Мы все ошибаемся. Пробуй еще. Просчитал все верно. Добился своей цели. Не добился своей цели. Где-то допустил ошибку. Теперь вы понимаете, почему все умные люди постоянно твердят фразу типа: если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то поменялось, нужно быть готовым взять ответственность за все, что вас не устраивает в вашей жизни, на себя, а не винить других в своих неудачах. Вот посмотрите видео о канале, я эту фразу там как раз и говорю. Но сейчас объяснил, как это работает. Второй плюс этой системы в том, что пытаться поумнеть можно каждый день, по нескольку раз в день. В любой ситуации можно отметить точку «до», провзаимодействовать и зафиксировать результат, точку «после». То есть в этой системе жизнь – это наш университет, а люди, которые нас окружают, это учебники. И самый главный плюс в том, что и студент, и профессор, который принимает зачет, это вы. И если вы прилежный студент и непредвзятый профессор, ваша жизнь быстро придет к тому, что все, кто с вами когда-либо взаимодействовал, хором скажут: да, это очень умный человек. И пусть он и не заканчивал престижный университет, или вообще никакой, пусть он и не защитил докторскую диссертацию и не богат, у меня все равно нет сомнений в том, что он очень умный человек. Теперь понятно, почему научная степень не гарантирует яркую и интересную жизнь. Доктора наук, профессора и академики – это те, кто изучает законы природы или общества и пытается предсказать результаты своего взаимодействия с ними. И знаете, почему это сделать легче, чем просчитать то, как другой человек видит ту или иную ситуацию? Потому что законы природы подчинены законам логики, а люди нет. Поведение людей гораздо больше подчинено эмоциям, и это сложнее просчитывать, особенно если ты привык к логичному миру вокруг тебя. И для того, чтобы было легче понять, что думает другой человек о тебе, что надо делать? Надо изучать правильно психологию. Об этом я, кстати, говорил в прошлом выпуске. И перед тем, как закончить этот выпуск, позвольте мне сказать, с чего я начинал. И что, как мне кажется, нужно сделать в первую очередь, чтобы то, что мы думаем о том, как нас воспринимают другие люди, было максимально приближено к реальности. Самое главное, нужно научиться контролировать свои эмоции. Это самый важный и самый сложный момент. Без него не получится стать умным. Я навсегда запомнил фразу своего учителя: возникла проблема, выключай эмоции. К эмоциям именно так и нужно относиться, воспринимать их как слабость, как вредную привычку, как то, что ослабляет нас, и всячески бороться с ними, чтобы взять их под контроль. Второе. Нужно научиться внимательно слушать человека. Оно и понятно, что если тебе важно, что о тебе думает тот или иной человек, нужно внимательнейшим образом выслушать его и задать ему максимум вопросов. Не факт, что он на все их ответит или ответит то, что думает, но это однозначно лучше, чем ничего. Эта мысль известна давно. В древности говорили: кто дает ответ не выслушав, тот глуп и стыд ему. Ну и последний важный момент. Никогда не спорить и никого не пытаться переубедить. Если вам говорят, что вы дурак, то это ценная информация. По крайней мере, вы точно знаете, что этот человек думает о вас. Смысла переубеждать его нет. Если вам важно его мнение, то можно спросить, почему он так думает и что, по его мнению, вам нужно сделать, чтобы он думал иначе. А если не важно, то пусть себе думает, что хочет. Вам-то какое дело? Вот такие мысли для размышления я оставляю вам на эту неделю.
Если они вам понравились, вы знаете, что нужно делать. Не буду утомлять своих уважаемых слушателей этими заезженными фразами про колокольчик. В комментариях были вопросы типа: о каких таких законах Вселенной идет речь в самом первом видео о канале? Так вот, в следующий понедельник я вам представлю свой первый закон Вселенной. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!